Продолжая свой рассказ о рунах, я хотел бы вернуться к предыдущему видео, где я советовал начинающим в практическом применении рун в их жизни. Дело в том, что в этом видео я настоятельно рекомендовал не чертить руны, не рисовать, не выводить их ни на каких материалах. Я хочу уточнить, что я советую не делать это тем, кто еще для себя не определил какое-то четкое понятие о каждой руне, ее обозначение, ее смысл в рунном строе. В будущем же, когда у вас будет опыт и вы будете в этом разбираться, конечно же, вы будете чертить, вы будете рисовать. Вам как минимум нужно будет создать себе рунный набор. Дело в том, что без рунного набора невозможно прорицать. Поэтому чертить руны вы будете создавать кулоны, руник скрипты, формулы, ставы, все что угодно, как хотите называйте. Но я советую не делать этого до тех пор, пока вы не определите значение каждой руны и будете в этом уверены. Магическое применение рун можно использовать в любой сфере вашей жизни или людей, которые вас окружают, события, которые вас окружают. То есть влиять можно на все. Главное с умом. Прежде чем вы начнете втягивать руны в наш мир, вы должны еще также понимать, что большинство из тех рун, которые вы будете создавать физически, их впоследствии нужно деактивировать, утилизировать, удалить, уничтожить. Одним словом, сделать так, чтобы их снова не стало. С чем это связано? Когда вы создаете кулон из одной руны или нескольких рун, который заряжается энергетикой на повседневное использование жизни, одним из таких магических применений являются защитные амулеты. Ими можно пользоваться на протяжении всей жизни. Они не требуют в дальнейшем в их удалении. Но есть такие рунные ставы, формулы, которые создаются непосредственно на какое-то определенное действие до конца его завершения, либо до исполнения какого-то одного определенного события, впоследствии чего, когда событие прошло, нужно обязательно удалить эту рунную формулу. Что я имею в виду, когда говорю о временном рунном амулете, формуле, о временном применении рун? Это, к примеру, вам нужно осуществить какую-то важную для вас покупку, поездку. Возможно, где-то что-то связано с медициной, операция, к примеру, роды. Ранее я уже говорил о какой-то важной встрече. Или вам нужно просто повлиять на определенного человека, чтобы он сделал в ваших совместных действиях так, как желаете вы. После того, как только это исполнится, с рунами, которые вы применяли и создавали их физически, нужно осуществить определенный обряд. Об этом более подробно я обязательно проговорю, расскажу в будущих видео, но это скорее всего будет после того, когда я с вами поделюсь своим видением о энергетике каждой руны. Очень важно, когда вы начнете применять руны в практических целях, создавать их физически, когда вы почувствуете и поймете, как это все работает, чтобы вы не засорили свою жизнь, свою судьбу, ваш мир рунами, а именно рунными амулетами, формулами, ставами, рунискриптами. И чтобы в итоге это не закончилось тем, что вы окажетесь с массой физически созданных рун, от которых вы потом начнете избавляться как от обычного мусора, как будто это какие-то деревяшки, бумажки, кусочки тряпочек, железо, все, на чем вы чертили, вы просто будете выбрасывать одним скопом, тем самым можете обернуть ситуацию для себя в очень неприятных для себя обстановках. То, что я хотел сказать, а точнее дополнить из предыдущего видео, в этом я сказал. В следующем видео мы поговорим о рунах как о оракуле, прорицателе, инструменте, который может дать вам ответы на все вопросы, которые вас интересуют.